Итак, ну что, привет, друзья. Рад приветствовать вас в 4-й части. Ну, судя по всему, силушки у вас хватило досмотреть первые 3, поэтому продолжим 4-ю. Ну что, позади остался у нас Goldwing фестиваль, посещение города Истамбул. И сейчас мы уже движемся в сторону Каппадокии, нашей любимой, как вы видите, Каппадокии. Конечно, то, что каждый раз мы посещаем Каппадокию, это реально круто, потому что, ну, все-таки вот этот как раз-таки Невшхир, как вы видите, да, вот этот район, он международного класса, да, здесь народ собирается со всего мира, чтобы понаблюдать вот это удивительное зрелище, да, когда эти шары взлетают каждое утро. Но это опять же все связано там с погодными условиями, поэтому они только утром здесь стартуют. Ну, я скажу печально то, что всегда у нас Каппадокия — это путь домой. Вот как-то надо все-таки развернуться и поехать, начать с Каппадокии. Вот все-таки мы каждый раз пропускаем здесь полет на шаре. Опять же, не пользуемся этим. Единственное, был как-то вот на Кипр мы ездили, и у нас получилось немного по городам здесь попутешествовать, по близлежащим. Но все-таки самое главное, для чего люди со всего мира сюда летят, это все-таки полет на шаре. Ну, надеюсь, что как-нибудь нам все-таки удастся это проделать. И это место мы так посмотрим с высоты. Ну что, мы наконец-таки добрались до Каппадокии. По традиции, повторюсь, и Каппадокия. Для тех, кто помнит, что это такое. Но у нас часика не хватило, как всегда мы любим говорить. И поэтому быстренько Ирина показывает ночную Каппадокию, и мы поехали заселяться. В нашей компании есть такое классическое слово, выражение, можно сказать. Это нам ровно часика не хватило, чтобы приехать засветло. И, как всегда, оно реально всегда применимо. Я не знаю, что за полтергейст нас преследует, но куда бы мы ни направились, нам в большинстве своем в путешествии часика не хватает, чтобы приехать по-светлому. И поэтому, вот как видите, мы и в Каппадокию добрались буквально. Если бы часика нам хватило, мы бы приехали по-светлому. Симпатичный красивый вид. И этот городочек называется Гюреме. Мы сейчас туда поедем ночевать. Довольно-таки симпатично. А если правее посмотреть, то как раз таки там мы будем смотреть, как взлетают шары. Ну и как вы заметили, уже на подъезде к самому Гюреме, да, вот в этот район Невшхира, здесь очень много смотровых площадок. Она не на левую сторону, так на правую. Ну, тут безумно, я же говорю, с этим вопросов, с красотой здесь вопросов нету. Поэтому мы уже сейчас спустились в сам город Гюреме, как вы можете видеть. Ну, слово пробки здесь, конечно, редкость, но мы почему-то попали в них. Очень колоритное место. Здесь вечером там различные костры жгут в таких костровых чашах. Сам он по себе вечером освещается, ну, очень симпатично. Вот сейчас мы направляемся в сторону гостиницы, которую мы уже в прошлом году еще присмотрели, да. И он, ну, на самом деле, многие города здесь, в Турции, ну, в принципе, наверное, как и во всем мире, они днем имеют один облик, вечером, конечно, совершенно другой. Потому что вот эта подсветка кафе и самого города, да, освещение, а здесь, в самом этом Гюреме, вот эти вот пещеры, скалы, в которых люди живут, они освещаются по-разному. Там, опять же, вот эти вот окошки, которые в них, в этих скалах, они там тоже подсвечиваются, как вы сейчас можете видеть. Не, на самом деле это безумно красивейшее место. Ну, а мы тем временем уже подобрались к нашему отелю. Отель не первый раз с нами был посещен. В общем, за сегодня итог нашего путешествия — это 586 километров. И получается, мы возвращаемся в наш отель, который мы снимаем за 2500 лир, как вы видите. Ну, реально эпичный и очень красивый. Но позже вы поймете, почему я его выбираю. Так, ну а мы уже в ночной Каппадокии. Или, правильнее сказать, в Гюреме городе. Здесь куча ресторанов, куча всяких магазинчиков.
все светится. Наверное, один из городов, который и ночью красивый, и днем он потом не прекращает, да, быть красивым. Потому что здесь реально столько всего симпатичного. Ну, сейчас мы еще дойдем до одного угла. Тут, кстати, уже елку нарядили. Надо не затягивать, поэтому возвращаемся домой и подготавливаемся. Очень много таких старых автомобилей. Тех, кто любит вот такие вот автомобили, берете на прокат, выезжаете, на фоне шаров фотографируетесь. Ну и сейчас еще немного ниже спустимся, посмотрим, что тут и как. Здравствуйте. Это вы опять, Ирина. Так, ну и вот мы в центре. Опять тут куча автомобилей, кабриолетов. Хочешь красный, хочешь зеленый. Кто-то на мотоцикле выпендривается. Эти мотоциклисты, они такие выпендрежники. Ну и что, ребята, посмотрите. Здесь уже Новый год готовится отмечать. А мы с вами все тянем и тянем. Даже Ирина, вон, смотрите, уже нарядилась как. А? Моя Снегурочка. Ё-моё. Все, мы нашли Balloon Points. Ищем пару интересных локаций и спать, потому что завтра нас ждут шары. Так, ну что, мы пошопились. У нас полный пакет. Я не знаю, куда мы это засовывать будем. Но, в принципе, все сложилось неплохо. Мы идем в отель спать. Привет. Короче, мы сегодня что сделали? Мы приехали опять в наш любимый отель и стали искать, что-то выбирать. Ирина, покажи, это мой любимый бассейн, который открывается с видом на весь этот город. Ну, посмотрим, что завтра с шарами будет. Если получится, шары будут запускать, поэтому мы отсюда как раз их посмотрим. Ну, помимо этого, наша клубника, которую мы приобрели в клубничном перевале. И, в общем, сейчас мы ее быстренько поужинаем этой клубникой и рванем спать, поскольку завтра хотели посмотреть шары. В общем, ну, до завтра. Ира, что ты стоишь? Поехали быстрее на шары. Ну и вот наступил долгожданный следующий день. Мы уже направились в сторону шаров. Ну, а вам рекомендую, да, от времени года, ну, от месяца, да, в котором вы туда путешествуете, уже ориентироваться, во сколько рассвет, потому что они всегда здесь взлетают на рассвете. Отправляются они с людьми, ну, в сторону старта, еще даже солнце не встало. И, как видите, буквально солнце еще не показалось из-за гор, а уже небо полностью заполнено шарами. Да, много еще шаров на этот момент не взлетело, но все-таки. И у нас получилась такая ситуация. Мы вроде приехали на наше любимое место, где много очень старых заброшенных вот этих пещер, скал. Я не раз оставлял эту локацию в описании, ну и в принципе оставлю в этот раз. И оставлю также локацию, куда вот мы сейчас рванули, потому что мы посмотрели, вот реально они все джипы туда удирают, даже те, кто, ну, принимающие. Там же есть такая, ну, такой момент, когда они вроде стартанули, да, эти шары, а получается, ну, те принимающие вот эти джипы с прицепами, они разворачиваются, уезжают куда-то. И в этот раз, как никогда, они все рванули просто в другое место. Ну и, соответственно, мы тоже за ними проследили и поехали посмотреть, где вот эта самая интересная локация. Так, ну что, друзья, мы наконец-таки в Каппадокии. Посмотрите, сегодня нашли просто шикарнейшее место. Гляньте, какой обзор вообще. Просто, ну, сегодня и старт шаров как никогда. Это, посмотрите, это уже взлетели, да, у нас шары. И получается, Ирина, покажи, и вон там еще сколько у нас готовится, смотрите на взлет. Это просто сегодня бомбическое утро. Вот, посмотрите, какой красавец взлетает, красный. Сейчас он газку придаст, и смотрите, выше нашего мотоцикла как раз поднимется. Привет. Выше.
Ну, это ж, наверное, вот этот розовый, который мы видели. Это ж, наверное, кто-то продавил. Я не понимаю, нахера это? Так, ну что, вот мы и посетили Каппадокию. Теперь нам надо рвать когти. У нас сегодня большой пробег. Мы не выспались. Все как обычно. Поэтому вот вам шары. Они уже сдуваются. Поэтому нам тут делать больше нечего. Ирина, собирай вещи, поехали. Ну и вот так получается основная программа, да, по просмотру вот этих шаров у нас завершена. И мы уже рвем когти в сторону отеля. У нас там завтрак. Поскольку мы сюда приехали очень рано, на завтрак мы отлично успеваем. И позавтракаем и уже едем дальше. Наслаждаться видами вот этих дорог магистрали Турции. Количество шаров, конечно, уже на небе значительно уменьшается. И вот эти картины сдувающихся шаров, это, конечно, тоже эпичное такое зрелище. Но мы тем временем уже вернулись в наш город. И если кто помнит, да, буквально, как говорится, пару минут назад мы показывали, как мы двигались в сторону отеля ночью. Ну, просто для сравнения, да, вот, допустим, как оно все это выглядело ночью. И вот получается, по этой же дороге мы возвращаемся в наш отель уже днем. Да, немного серо, но опять же, да, вот этот колорит придают вот эти шары вокруг. И, ну, сама обстановка, то, что ты уже это все посмотрел, здесь ты побывал, ну, это действительно прикольно. Поэтому я рекомендую, опять же, вспомните, как буквально минут 10 назад мы с вами смотрели, и это здание прекрасно играло. Ну, здесь я немного посмотрел на свой любимый подъем, он уже более безопасный, и рванул в сторону отеля на парковочное место. Ну и вот, получается, мы вернулись в наш отель, да, уже здесь завтраки готовы для нас. Но я же говорю, почему я выбираю именно этот отель. Да, альтернатив здесь много, и с видами отелей много. Но здесь все-таки немного подкупает это все-таки бассейн, я признаюсь. И, конечно же, завтраки. Здесь завтраки просто вот, ну, зацените сами. Казалось бы, легкий шведский стол, да, но опять же, все, что может вам пригодиться на завтраке, я думаю, вы здесь найдете в легком выборе. Ну, опять же, соки разные, йогурты и все такое. В общем, только наслаждение. Ну и, конечно же, после завтрака я обязательно пошел окунуться в этот бассейн. Ирину я не уговорил сюда окунуться. Он, конечно, слегка подогревается, но все же прохлада вот этого высокогорья, она не дает насладиться максимально. Так, ну что, друзья? Ой, простите, что, друзья?
Вот получается, водичка у нас тут такая, поэтому, в принципе, я и выбираю этот отель, когда особенно времени нету. Договорились неплохо с хозяином. И смотрите, с каким видом можно покупаться с утра. Вода просто пушка, 25 градусов. Для меня очень холодная, но ради вас держусь. А так, посмотрите, какая красотища. Как вы можете видеть, уже наступил следующий день. Мы заехали здесь, в центре города есть вот такая локация с банкоматами. Их здесь, разных банков, очень много. Я ради интереса попробовал снять $100. На тот момент курс был 90 рублей. И он, получается, $100 мне дал по 97 рублей. Ну, поэтому смотрите сами, насколько выгодно, ну, снимать валюту там. Получается, ну, я снял в чистых $100, ну, купюра $100 мне выдали, без размена, без ничего. Ну и, в общем, мы, насладившись всеми видами Каппадокии, уже рванули в сторону Трабзона. У нас, опять же, пробег невероятно большой на сегодня. Это одни из самых больших пробегов в нашем путешествии. Вот, обратите внимание, да, какая красотища здесь. Я же говорю, вроде выезжаешь из населенного пункта, а получается, ну, вот эта красота, она тебя по дороге еще преследует. Здесь вот этот громадный город, который есть, Кайсери. У нас, конечно, в задумках о путешествии есть заехать. Там есть гора очень большая, такая, RGS называется. И попутешествовать там на ней, и опять же канатные дороги есть, и все. Но это, опять же, надо уделять отдельно целый день как минимум, да, этому городу. Поэтому, ну, а мы уже в принципе не укладываемся. У нас такой сейчас пробег получился. Мы, ну, настолько скомканно, уплотненно идем, что немного, если у нас какое-то отступление по графику, то мы не успеваем вернуться к рабочим дням домой. Ну, а мы уже продолжаем движение в сторону нашего Трабзона. И уже далеко от города Кайсери уже начинаем подыскивать себе более или менее какую-то кафешку. Опять же, у нас не первый раз с нами был пройден этот маршрут, и мы уже знаем, что здесь и как, поскольку, в принципе, все путешествия у нас, получается, мы едем этой дорогой. Единственное, в этот раз мы решили немного там сократить, ну, это, опять же, я вам расскажу немного позже. Нравится местная заправка. Это вот человек подъехал, курит в машине, а мы заправляемся. Иногда бывает, даже заправщик подходит с сигаретой и заправляет. Так, ну что, всем привет. У нас опять так, ну что, всем привет. У нас опять очередная остановка на обед. Заказали Адана кебаб себе. Такой салатик нам в подарок принесли, как всегда. Да, вон припарковали нашего малыша. Ну, я уже не первый раз, кстати, про эту кафешку рассказываю. В принципе, очень удобно, когда едешь с Невшкира на Трабзон, здесь останавливаться. Ну, в принципе, также опять локацию оставлю. Так что всем приятного аппетита. Будем пробовать. Ну, кстати, здесь Адана кебаб. Ирина себе, кстати, заказала. Что вы себе заказали, Ирина? Тавук. Тавук. Вот такой вот тавук, да. Это курица. Да. А еще здесь удобно, здесь хорошая заправка, обед. Ой, не буду ничего говорить. Поехали скорее. Ну и, в общем, когда мы сидели, к нам подошел этот молодой человек и начал расспрашивать, ну, как обычно, вроде как бы он путешествовал со своей дочкой. Вы откуда, куда, ну, стандартные вопросы. И когда уже начали выяснять, он, получается, сам из Анадолу Мотоцикл Клаб. И он отправлялся как раз таки за Трабзон, отвозил свою дочку. И, в общем, мы выехали, и он говорит, ну, поехали вместе. Ну, в принципе, да мне какая разница. Ну, поехали, да поехали, я все равно что туда еду. И у нас как раз еще ситуация такая была. Мы уже не первый раз здесь путешествуем. И ездим через Гюмишхане. Это такой населенный пункт. Это, получается, небольшой круг мы даем в районе 60 километров. Но зато заезжаем в свою любимую такую, не знаю, как кафе, харчевню ее назвать, где готовят один из лучших Адана кебаб. Я уже в некоторых видео рассказывал про это место. Поэтому
И я его спросил, я говорю, может быть, все-таки, как вы рекомендуете, поехать более по короткой дороге? Но он сказал, она более серпантинная такая, как бы более сложная. Ну, опять же, мы с Ириной уже в этот раз решили ехать по таким местам, где все-таки, ну, больше незнакомых локаций, поэтому решили свернуть сюда. Вот, кстати, обратите внимание, это гнезда аистов. И, ну, это реальные гнезда, не симуляция, ничего. Очень интересный, ну, такой момент здесь по трассе. Ну и, в общем, мы поговорили. Это вот, кстати, тоже мы часто проезжаем это место. Избушка на курьих ножках. Поговорили с ним и решили вот как раз-таки в этом населенном пункте уйти налево в сторону города Ширан. Мы уже, кстати, здесь однажды спрашивали у местных полицейских, когда, ну, тут блокпост стоял. И получается, я говорю, расскажите мне, как через Ширан ехать, через вот этот Эрзинджан. Ну, мы там долго, очень сложно, я же говорю, даже иногда бывает Google Translate не спасает. Ну, в плане того, что вроде объясняешь все, они да, а сами там куда-то налево, направо показывают. И уже, ну, все равно приходится принимать решение самому. Поэтому, как бы, вы здесь тоже ориентируйтесь, ну, заранее продумывайте маршрут. Поедете и вы этой дорогой, или, возможно, рассмотрите какой-то альтернативный объезд. Ну, как бы, вот такие моменты здесь присутствуют, что здесь вы уже находитесь все-таки в центральной Турции, и даже, ну, мало говорящего по-английски вы здесь, ну, это большущая редкость. Здесь все только на, ну, турецком диалекте разговаривают, поэтому, ну, как бы, вы этот момент тоже учтите при путешествии именно по центральной Турции. Вообще, конечно, ну, мы уже здесь не первый раз путешествуем по самой именно Турции. Блин, ну, дороги, опять же, в сторону Владивостока я не ездил, конечно, не могу этим похвастаться. Многие считают это самым сложным маршрутом. Но здесь дороги предполагают именно, так, как говорится, наслаждение в путешествии. Поэтому я же говорю, здесь столько интересных видов, столько, ну, самих локаций. Ну и, наверное, вообще, отправляясь в путешествие в незнакомую страну, вы уже, в принципе, ну, сами по себе этим путешествием наслаждаетесь. И опять же, я вам напомню, что мы путешествуем все-таки в сентябре. Очень жаркая погода. И за счет того, что вы ездите по как раз-таки центральной Турции, да, напомню, что она находится, ну, вся на такой возвышенности в районе 1000 метров над уровнем моря. И, соответственно, ну, такое более комфортное здесь, да, вот это путешествие. Вроде и кругом жарище, да, если вы коснетесь Средиземного моря, то здесь, пожалуйста, вот в этих лесах, долинах и вот в этих серпантинах у вас никаких проблем с жарой не будет, даже местами часто пододеваешься. Если какой-то ранний маршрут, тут само по себе предполагает то, что вы в любом случае оденетесь, потому что есть перевалы под 2000 метров над уровнем моря. Ну, в общем, ну, реально интересная дорога, поэтому рад, что мы не усидели дома и отправились в вот это путешествие. Ну а тем временем хотелось бы напомнить, да, мы уже все-таки едем в сопровождении наших новых друзей. И, может быть, они здесь не часто мелькают по видео, да, они на машине едут. Но все равно, я же говорю, опять же, там, то мы, то они нас обгонят. Наслаждаясь вот этими всеми видами, ну, и время, знаете как, переваливало за обед, и уже вот такая вот легкая усталость, она начинала сказываться на мне. Я понимаю, там мы остановились, вроде подкрепились и кофе попили, но все равно мы уже, приехав в ту же Каппадокию, у нас такая ситуация, что мы приехали, пошли быстро погуляли, вернулись, в 5 утра проснулись, опять же, вот не высыпаешься, и эта усталость накапливается. Ну и, в общем, я сейчас расскажу, к чему я веду, а пока, тем временем, вот как вы видите, мы приехали вот к такой интересной смотровой, это как раз впереди наши друзья. Серж, посмотришь на меня?
И вот мы погуляли, посмотрели, да, вот на вот этой локации водохранилище Чемлигёзе, если я правильно произношение использую. Ну, насладились, красиво, я же говорю, свернули в эту новую даль, как говорится. Но опять же, вот вернусь к проблеме нашего путешествия. Блин, ну мы едем, да, ну, блин, классно, что познакомились с этими ребятами, все. Он едет, понимаешь, я уже вот в усталость это вот меня давит. Я вот Ирине даже по рации говорю, вот мы общаемся в этих переговорках. Я говорю, я просто вот, ну, реально сейчас свалюсь, мне надо остановиться, где-то поспать. Они здесь сзади пристроились, эти ребята, получается, едут, да. Ну, мы вроде где-то притормозим, они притормаживают. И уже вот, знаете, как бы вроде и интересное знакомство получилось, но немного напрягающее в плане того, что, ну, нам надо уже, ну, учитывать, что мы едем с кем-то. Я говорю, ну вот тут вроде серпантин, дорога там выровнялась, потом пошел, как бы надо притопить, а я не могу. Я говорю, вот настолько я вот устал к этому моменту, что просто уже, ну, вот, сил нету. Еще я же говорю, вот эта машина давящая сзади. И помимо этого всего, да, мы вроде ушли вот сейчас, как вы видите, на перевал, все красиво. А потом мы начали к низу спускаться, и начинает срываться дождь. Я уже, ну, не выдержал, я говорю, ну, братуха, ну ты извини, конечно, ну вот реально, ты как бы, ну, я тебя задержу, у меня же ответственность перед тобой есть, вроде, ну, с нами в сопровождении. Я говорю, ну, без обид, я говорю, давай в Трабзоне созвонимся. Потому что, ну, уже не было сил этого сопровождения, и мне ответственности перед, ну, как бы перед ним нести. Я говорю, давай до встречи тогда. Ну что я вам, друзья, хочу сказать. Если вы легли поздно, встали в 5 утра ради того, чтобы посмотреть на эти шары и запланировали пробег 700 километров, не делайте так никогда. Осталось 100 километров до Трабзона, еле ползу, вообще устал уже, капец. Еще и выбрали дорогу, ни одной, ни кафешки, ничего. Хорошо, вот протеиновые батончики у нас спасают нас. Так что мы держимся. В общем, поехали. 100 километров до Трабзона осталось. Вот как раз таки из опыта вот всех путешествий извлекаю то, что действительно, когда остается маленький кусочек, да, доехать до какой-то локации, где ты будешь там ночевать или еще что-то. И вот эти последние километры, они самые опасные. Они для тебя, ну, являются таким вот камнем преткновения. Не знаю, может быть, как это объяснить, что, ну, ты вроде уже думаешь, что ты вот все доехал и теряешь эту бдительность. А тут, как говорится, ее ни в коем случае нельзя терять, потому что, ну, дорога опасная. И поэтому вот мы остановились немного, там чай попили, там и поприседал, поотжимался. Вроде и 100 километров, но ты все равно в этом серпантине их не проедешь за, опять же, за тот же час. Да, притопить вариантов нету, потому что тут населенный пункт за населенным пунктом, плюс вот эти все изгибы дорог. А так, конечно, ну, вот тут чуть-чуть мы остановились, покурили, отпустили нашего нового друга, и, знаете, как-то полегче стало. Приоделись, потому что, я же говорю, дождь срывался. И выехали на вот эти вот, ну, колоритные такие маршруты, где вот эти горы нависающие, вдали просматриваются вот такие шикарные виды, получается. И уже, как вы видите, мы уже, ну, в ночь, как обычно, мы в ночь приближаемся к нашему Трабзону любимому. Тут уже никуда не денешься. Остается, как говорится, я уже не раз говорил, нам часика не хватило. Ну и вот она, наша подруга Ночь, она уже нас встречает. И, как всегда, вот такие вот, ну, эпичные виды на закате. Тут, я же говорю, этого всего хватает. Ну и, друзья, встречайте этот великолепнейший тоннель, которым мы каждый раз наслаждаемся. Ну, блин, 14,5 километров. Это, конечно, надо было, ну, умудриться такую махину пробить. И опять же, я напоминаю, что это вы едете в одну сторону 14,5 километров, и две полосы также буквально вот можно в некоторых пролетах слева наблюдать, как там машины по встречке едут. Ну, на самом деле, очень впечатляющий тоннель. Тем более мы успели проехаться по этому маршруту через перевал. Он не столь сложный на самом деле, но вот видите, люди постарались, пробили вот эту махину сквозь гору.
И, в общем, на таком энтузиазме мы уже подъезжаем к нашему любимому отелю. Молодец, парень. Молодец, парень. Tamam, okey. Ну и вы, друзья, сами все видели. Не могу не подчеркнуть, как прекрасно нас здесь встречают. И это буквально наше третье проживание в этом отеле. И зацените, какое отношение. Так, ну что, всем привет. Мы в Трабзоне наконец-таки добрались, доехали. Видели, как нас расселили красиво. Ира меня заставляет в барбершоп пойти, удалить эту жуткую бороду. Но нет, будем держаться до конца. Ее оставим до дома. Да. Теперь мы пошли гулять по Трабзону. Сейчас найдем что-нибудь съестное, спать, и завтра нам опять супер пробег. Помните, если вы что-то в Турции заказываете, не надо к нему дополнительно заказывать рис. Потому что здесь всегда есть перловочка и все такое. Вот заказал только Адана кебаб, и вот тебе, пожалуйста, смотрите, полная порция. Ирина, вы заказали... Говядину. Всё, говядину. Спасибо, мы начинаем кушать. И немного погуляв по Трабзону, мы уже двинулись в сторону нашего отеля, потому что у нас все-таки завтра не близкая дорога. Доброе утро, друзья. У нас завтрак. Мы, как всегда, планировали в 8:20 закончить, а в 8:20 только начинаем. Ирина почему-то просит ее с утра не снимать. Ну, вот приходится мое лицо опухшее показывать, поэтому мы сейчас У меня быстро... не опухшее лицо. Ну извините, Ирина. Да, поэтому мы сейчас быстренько завтракаем. Мы остановились, как вчера вы видели, в Сумело парк отель опять. Ну, довольно удобный, он в Трабзоне находится, в самом центре. Сейчас быстренько завтракаем и рвем когти на рынок, купим парочку оливок, покажем вам, что там есть. Ну, тут, как обычно, просыпаются все только к 11. Поэтому мы сейчас по-быстрому и завтракаем и на рынок. Друзья, мы пошли гулять по Трабзону. Тут смотрите, сколько всего. Ням-нямки. И сушеного, и печеного. Даже курица есть, смотрите, какая засушенная. Но ее мы позже купим. Хорошо, что у нас нет места в мотоцикле для нее. О, кстати, ремешки по 200. Это магазин кожаных изделий. Да, ну мы уже пришли в ряд, где мы будем покупать оливки. Поэтому мы уже основную часть прошли, конечно. Веники мы чуть позже тоже закупим. А в основном там выше одежда. Ну, это старый такой Трабзон еще, где такой рынок, базар его называют здесь, район базара. Потому что здесь как раз выход к морю. Здесь недалеко как раз паркуется Астория Гранде. Если вы знаете, это круизный лайнер. Так, ну а мы побежали покупать оливки. Так, мы не могли не удержаться и не подойти посмотреть. Смотрите, балык тут какой красивый. Можно тут же вам его сразу приготовить. Вот, почти тунец. Вот, друзья, нашли магазинчик. Ну, в принципе, самые жирненькие по 220 лир получились. Вот мы выбираем вот эти. Ну, все как обычно в Турции. Запомните, в Турции чай это традиция. Вот, смотрите, чай это традиция. Поскольку здесь, даже пока ты покупаешь оливки, тебе всегда бесплатно на рынке чай дают. Поэтому вот... Мне предлагают даже тут под шабаш. Давай, Ирину заставим работать. Я такой работник. Сейчас я тут все развалю. Ирина, с улыбкой продавай оливки. Я и так руки улыбаюсь.
Вот, смотрите, ровно 420. Ирина, переходи работать в Трабзон. Так, Ирину еще заставили сыр продавать здесь. Пробовать. Она показывает, смотрите. Вот, говорит, уговаривает меня, возьми вот этот сыр, нет, вот этот. Она уже здесь, видите, полностью на полставки работает. Тебе? Нет, нет. Вот этот сказали самый вкусный сыр. Ну, это ну он, твердый, да. типа пармезана. Да. Все, плати. Так, ну мы нашли еще. Ну мы, как обычно, дороже всего оливки купили. Нашли ряды, где даже 220 цены не встречаются. Ну все, здесь Самые дальше. дешевые оливки 85 лир за килограмм. Да, 85 лир за Правда, килограмм. их не пробовали. Не пробовали, но по мне они все, в принципе, почти одинаковые. А так, ну все, мы уже в ряды и в сторону дома. Ты что так скрипишь? Ну, норма. Опс. Еще, да, чуть-чуть. И как же без памятной фотографии с Джафаром перед отъездом. Ну, как вы могли заметить до этого, да, я все-таки заезжал в этот отель намного лучше, чем выезжаю. Ну, в общем, у нас наступил следующий день. Мы, как планировали, очень рано, в 11 часов, даже, может, ближе к 12 выехали. И, как всегда, у нас все не так просто. В общем, мы уже едем в сторону границы, получается, Грузии. И Ирина вспоминает, что нам нужно приобрести для наших родственников. У них здесь медикаменты, ну, контроль медикаментов намного выше. И есть некоторые моменты, ну, по качеству лучше. Но, опять же, я не претендую. Это, ну, та информация, которой мы обладаем, ну, и которую мы нашли. И мы, получается, нам надо было приобрести еще несколько, ну, таблеток мы хотели привезти от разных там проблем. И, получается, начали искать. И уже поехали. Мы то в один населенный пункт заедем, то в другой. Там то одна пачка, то другая. В общем, мы с горем пополам, как говорится, вспомнив о друзьях в самый последний момент, кое-как насобирали уже перед выездом на границу. Мы кое-как насобирали комплект этих таблеток для приема по курсу. Ну, а теперь расскажу вам о нашем ближайшем маршруте, да, в этот, получается, день. У нас уже, в принципе, за обед время, и деваться нам некуда, нам надо что-то искать поближе. И буквально за день до этого мы переписывались с нашими родителями. Иринина мама и моя мама, они отдыхали в Кутаиси. И получается, я уже, в принципе, прикинул, что до Кутаиси мы нормально доедем, если уже куда-то дальше мы уже упремся. И мы присмотрели, в принципе, их гостиницу и направились в сторону Кутаиси, чтобы повстречаться с ними. Ну, как говорится, вроде и виделись недавно, да, перед выездом, 20 дней назад. А все равно было бы интересно встретиться на этой территории. Так, ну что, мы остановились в Хопе, заказали искандерчик себе, Ирина вот айранчик рискнула заказать, да, и тоже искандерчик. И небольшой еще супчик чечевичный. Ирина, приятного аппетита. У нас вон там припаркован мотоцикл, его слегка видно. Вот, в принципе, вы видели нашу стандартную процедуру перед границей. Это обязательно покушать, потому что никто не знает, насколько граница затянется, и поэтому, ну, я вам тоже рекомендую не
если даже у вас есть, может запастись какими-то бутербродами, потому что бывает прохождение границы затягивается более чем там на 2-3 часа. Ну, все на удачу. Никто тут вам ничего не предскажет, поэтому... В общем, смотрите, вы подъезжаете к границе, пассажира высаживаете, и он идет на прохождение, ну, вот, пешеходной границы. Тем временем, вот, я подъехал к КПП, у меня, получается, сфотографировали номер моего мотоцикла, и, ну, я продолжаю движение именно по вот этой вот зоне, получается, да, ну, там она как преддосмотровая зона. Здесь, ну, в основном, конечно, грузовики создают большую пробку, но от этого никуда не деться. Это все-таки, ну, торговля, международное сообщение разными моментами. И, в общем, вы проезжаете вот по такому коридорчику раз и уже на пункте досмотра для выезда. Опять же, здесь, на вот этом как раз таки пункте, вас проверяют на штрафы. Ну, соответственно, я побежал быстренько, штраф оплатил. Там, опять же, можете не переживать, принимают в любой валюте, любыми картами. Ну, наверное, только не российскими, скорее всего. Поэтому будьте готовы, как бы, ну, вот эти моменты учесть и быть готовыми. Зацените, первый раз я впервые Ирины прошел. Границу пересекли. Я минут за 10 сегодня прошел ее. Ирина, как в этом? Тоже быстро. Я дольше гуляла по duty-free и по вот этим вот коридорам. И опять же, за все наши путешествия это, наверное, самое быстрое прохождение границы. Действительно, Турция, Грузия. У нас такого не было. Мы здесь просто пролетели. И опять же, вот выйдя с границы, мы направились в сторону разменного пункта, который я уже не раз отмечал. Ну, опять же, я же говорю, я не рекламирую. Это исходя из опыта, который я там, ну, приобрел в этих путешествиях. Вот эта локация, которую я уже оставлял не раз в предыдущих видео, по курсу нас отлично устраивает. Может быть, где-то, если вы знаете, с удовольствием поделитесь с нами в комментариях, я буду очень рад. А также, ну, я же говорю, я думаю, что не раз мы еще раз туда отправимся. И вот мы, кстати, приехали на нее. И здесь очень много обменников, выбрали оптимальный для себя. И получается, нам нужны были лари, ну, для, ну, местная валюта. Потому что мы, опять же, собираемся сейчас рвануть в сторону Кутаиси. А здесь только расчет в местной валюте, карты не действуют. И если у вас какие-то проблемы с деньгами в Грузии, это только переводы в Western Union. И еще дополнительно там короны можно использовать. Ну, как бы вот такие моменты. А это вот локация, есть такое вот у нас путешествие с французом. Мы здесь поехали прямо под кирпич с ним, потому что хотели стартануть со спортивной машиной. Ну, так интересное событие, но опять же, вернитесь к путешествию нашему предыдущему, и вы увидите эти все моменты там. Ну, а тем временем мы уже подъезжаем к нашему любимому магазину виноградного сока. Мы его уж точно здесь проехать совершенно не могли. Друзья, мы же доехали до нашего любимого магазина виноградного сока. Ну что, Ирина, пойдем затаримся. Правда, посмотрите, вот, покажи, куда нам еще тариться. Вот куда, тут уже загружено все. Понимаете? Я найду местечко. Проходите. Чуть не оторвал дверь из-за тебя. Ну и как вы видели, может быть, конечно, возможность мотоцикла нам не позволяла загрузиться дополнительными бутылками виноградного сока, но человеческие возможности, они, как говорится, не поддаются пределу, поэтому мы забили пару рюкзачков, и на руках Ирина уже повезла их с большущей улыбкой. Поэтому мы движемся вот по Батуми в сторону Кутаиси.
Ну и как обычно, друзья, часика нам не хватило. У нас уже близится время, как говорится, к закату. И уже движемся по магистрали. Да, дороги они, конечно, сделали все, но вы в любом случае из себя максимум не выдавите. Как говорится, невозможного вы не сотворите. Поэтому мы потихонечку едем и уже приближаемся к Кутаиси. И на одной из магистралей, я не знаю, что здесь за событие было, был вот такой вот пробег из мотоциклов. Немного обогнав их с общим потоком, мы начали всем сигналить. Ну и немного нахулиганили и избили их. Они все стартанули. Ну, в общем, это совсем другая история. А тем временем мы уже приехали в Кутаиси, проехав вот небольшим 368 километров, заселились в отель, в котором жили наши мамы, ну, наши родственники, давайте вот так. Вот таким веселой компанией мы его отметили. И с утра пораньше, не затягивая, но опять же, кого я обманываю, наши с утра пораньше это как минимум 9, полдесятого. Мы пообнимались с нашими родственниками, пожелали им счастливого отдыха, ведь они только отправились в Грузию, сделали еще вот такую замечательную фотографию и поехали дальше. И, кстати, для тех, кто ни разу не был в городе Кутаиси, я очень рекомендую. Мы здесь буквально зацепили несколько, ну, таких, можно сказать, древних достопримечательностей. И, ну, я думаю, что на заметочку себе возьмем. Несмотря на то, что мы очень часто ездим в Грузию, в Кутаиси мы не добирались, времени ему не уделяли. И поэтому я думаю, что стоит рассмотреть и вам рекомендую. Ведь на самом деле здесь очень много достопримечательностей. Как вы можете уже видеть, мы потихонечку движемся в сторону Тбилиси. Получается, уже не доезжая до Тбилиси, мы уходим налево на Степансминду. И, ну, опять же, посмотрите, молодцы, пробивают дорогу, доделывают. Я все-таки верю, что скоро уже закончат эту магистраль в сторону, получается, Тбилиси от Батуми. А это мы наш любимый магазин виноградного сока проехали. И уже въезжаем вот несколько вот этих поселков, которые вот с хлебом. Так, ну что, друзья, похолодало, поэтому ты, как говорится, вот оно ее нафиг. Одеваемся, что есть. Уже 100 километров, до Тбилиси 100 километров осталось. Поэтому еще там так пасмурно. Сейчас чуть-чуть притопим. Вот, кстати, как никогда надо быть всегда готовым к прохладе на этих трассах. Мы тут никогда не одевались, и то пришлось пододеться. Так, ну что, друзья, вот мы уже и преодолели рубеж Тбилиси, повернули налево. Здесь уже мы не первый раз останавливались в этой кафешке. Заказали острий и, конечно, как не побывав в Грузии, вернее, в Грузии, не попробовать хинкали. Поэтому мы сейчас быстренько вот попробуем острий, как здесь готовят, и хинкали. Грусти, просто грусти. Мои хинкали прибыли. Ну давайте быстренько, мы доедаем быстренько хинкали, потому что уже пока нам их несли, 2 раза дождь шел здесь. Поэтому нам еще получается пилить 560 километров. А мы, как всегда, выехали пораньше, и время 12 часов. Обожаю. В нашу любимую хинкальную мы, конечно, не успевали заехать, потому что все-таки время поджимало, и мы хотели пройти границу до Позна, проскочить эти все моменты. Ну, в общем, мы, как всегда, не успевали. Поэтому лишних 40 километров мы не хотели заезжать. Опять же, напомню, в прошлых видео вы видели, у нас есть очень любимая хинкальная здесь, в Грузии. Поэтому, ну, опять же, вот этот ресторанчик я обязательно тоже его в описании оставлю. Вы не проезжайте мимо, очень достойное заведение, поэтому, ну, для любителей грузинской кухни, я думаю, очень рекомендую к заезду. Ну, а мы, как вы можете уже видеть, подъезжаем к нашей вот этой знаменитой локации Ананури, которую вы никогда не проедете, если собираетесь путешествовать на транспорте в сторону Грузии. Очень, опять же, ну,
достопримечательность знаменитая, но вы ее уже видели до этого. Поэтому мы топим, максимально топим, потому что все-таки это уже дорога домой. Как ни крути, а время неумолимо заканчивается у нас, опять же отпускное время, и поэтому у нас выбора нет, и мы едем в сторону вот этой жуткой тучи. И как вы уже видели по моей руке, мы уже приоделись в предвкушении этого прекраснейшего дождика. Ну, какое путешествие без дождя, я вас умоляю. Поэтому, друзья, я вас прошу, вот опять же мы покупаем вот эти вот сандалии специальные резиновые на ботинки и обязательно дождевик. Это просто атрибут, который вам необходим. Даже если вы когда в путешествии будете ехать и просто даже дождя не будет, вы обязательно одели дождевик с этими резиновыми калошами. И, пожалуйста, вы уже максимально необдуваемый, простите меня за такой каламбур, но тепло вам обеспечено как минимум вот в таком термосе. А мы тем временем уже заходим на основной перевал. Тут туман, дождь, это реально, конечно. Опять же, вот этот вот мост, который с вот таким туннелем очень симпатичным. Вы вспомните, да, как это все выглядит в ясную погоду. Но от этого никуда не деться, это же приключение, это путешествие. Поэтому, в принципе, мы, опять же, уже не первый раз путешествуем в дождь. И поэтому мы его больше считаем нашим другом, который нам дает дополнительные ощущения. Вообще, в принципе, если вот к таким трудностям, я думаю, относиться в дороге более просто, это позволит вам больше получать удовольствие от того же путешествия. Это опять же мои рекомендации, вы уже сами отталкиваетесь, как вам нравится. И вот обратите внимание, да, вот когда Арка Дружбы вот в такой серости, да, не играет красотой, и как вы ее видели, когда мы заезжали сюда, тоже, опять же, я же говорю, это все разные пейзажи, которые тоже интересно наблюдать. А это такая вот ситуация, получается, давно этот тоннель не запускали, а там произошел очередной обвал, и, соответственно, я рекомендую всем учитывать эти моменты, что при возвращении домой все-таки, погодные условия, они меняют наши маршруты не первый раз. И, в принципе, мы имели опыт задержки в той же Грузии, несколько дней мы оставались, ночевали, потому что реально размывало дороги. И вот вам, пожалуйста, пример очередного погодного чуда, да, казалось бы, километров 10 назад вы шли по такому туману, дождю и вот такой вот не очень приятной погоде, и тут бах, вы переезжаете, все, и у вас уже здесь погода близка к идеальной. Опять же, вот так вот играет природа с нами в таких путешествиях. А мы тем временем уже все-таки движемся в сторону дома, уже приближаемся к границе Грузия-Россия. И сразу вкратце расскажу по прохождению границы Грузия-Россия. У нас в этот раз как никогда удача нам улыбнулась, потому что мы приехали, получается, там 3 ряда таких, как они разделены. Левый ряд это грузовики, средний был пустой, а правый ряд, получается, забитый легковыми автомобилями. Если раньше, получается, по пешеходной дорожке там можно было мотоциклом немного похулиганить, можно было там спешиться, протянуть его, то сейчас там как раз таки расположены туалеты, вот эти вот, если кто-то знает, путешествовал там, то получается сейчас они все с блоками закрыли. Я решил испытать удачу и рванул по центральному ряду. Мы, в принципе, проскочили до самого начала этой очереди, подъехали, и перед нами буквально стоял один грузовик. Я этот грузовик потихонечку объехал, супруга, правда, просила не хулиганить сильно. И мы подъехали к пограничнику, он говорит: а что ты здесь стоишь? Езжай дальше. Опять же, я же говорю, рассчитывать на стопроцентный вот такой прокат, что вам подфартит, очень сложно на границе. Но вот в 95% мы эту границу проходим на мотоцикле вот с таким адекватным отношением. И тем временем, как вы можете видеть, мы уже движемся по Владикавказу.
Поэтому границу, несмотря на то, что мы всех обошли, границу мы прошли грузино-российскую, получается, мы прошли в районе часа. Это, ну, несмотря на то, что мы всех объехали. Ну и тем временем мы уже движемся в сторону Пятигорска. Опять же, мы хотели заехать, ну, по усталости вариантов не было. Я реально уже подизмотался, я сказал, хотя бы заедем в Пятигорск, часика 2 переночуем и уже поедем на Ставрополь. Потому что пробег у нас на сегодня просто сумасшедший. Ну а тем временем, пока мы ехали от Владикавказа до Пятигорска, мы встретили Ирининого брата. Он ехал по работе в эту сторону, сделали вот такую фотографию и поехали в Пятигорск, опять же, погостить буквально, как говорится, кофейку на дорожку выпить. Заехали, сделали очередное фото с моей подружкой и, в принципе, испив чая, отправились уже в сторону дома. Итак, ну что, друзья, как вы могли заметить, наше путешествие подходит уже к своему финишу, и поэтому хотелось бы подвести итоги этого путешествия. А про это путешествие хочется сказать только одно. Нам оно реально очень понравилось. Столько знакомств, новые локации, новые впечатления, поэтому, ну, я единственное, что могу вам сказать после этого путешествия, хочется отправиться еще в такое. Чего и вам желаю. Очень буду рад вас видеть на трассе. Всем до встречи. Счастливо. Пока.